Глава 10. Рак. Знак головокружительных высот и бездонных глубин. Рак или каркатака, краб, как индуистские провидцы называли четвертый знак зодиака, является глубоко таинственным знаком, представляющий тот уровень проявления, на котором божественный слог пранава, священное слово, распадается на четыре сущности, соответствующие четырем состояниям Брахмы, как Вайшванара, Хиранкьяпха, Праджня и Ишвара. Этот знак также представляет четыре аспекта парабхмана, а именно стхулу – физический, сукшму – более тонкий, биджа – причинность и сакшми – безмолвный свидетель, а также четыре состояния сознания, а именно джаграт – борствование, сушупати – сон со сновидениями, турья – глубокий сон и нирвана – глубокая медитация. Индуистские священные писания действительно очень глубоки. Значение различных символов, используемых в них, может быть осознанно только путем глубокого изучения и правильной медитации. Тем не менее, мы знаем, что космическое проявление, согласно индуистским писаниям, включает в себя как внешние, так и внутренние реальности, существующие во времени и в других измерениях, все из которых имеют различные состояния сознания, соответствующие различным уровням проявления. Когда было произнесено божественное слово, это было первоначальным импульсом, а также центральным светом, который нуждался в дальнейшей дифференциации для воплощения первоначального импульса. Эта дифференциация происходила на нескольких этапах. Рак представляет собой ту стадию дифференциации, на которой сознание и материя освобождались от пранавы, которая выражала единство в Троице. Число 4 тесно связано с процессом дифференциации, который положил начало всей космической драме. В индуистской мифологии Брахма олицетворяет эту стадию проявления. Ему было назначено 4 главы. Это очень символично. Согласно Конституции человека, низшая четверица, включающая физическое тело, эфирный двойник, астральное тело и низшее ментальное тело, исчезает после каждого воплощения, когда как высшая триада, составляющая причинное тело, интуитивное тело и духовное тело, является постоянным хранилищем человеческой монады. Рак представляет собой ту стадию дифференциации, на которой высшая триада дала начало низшей четверицы. 4 головы Брахмы символизируют эту четверицу, но его головы функционируют и на других уровнях. Они следят за 4 направлениями, содержат 4 веды и так далее. Каждый уровень проявления имеет свое собственное состояние сознания и свое собственное правящее божество. В результате такого рода латеральной и вертикальной дифференциации восходящие раки не только принципиально отличаются друг от друга, даже в пределах одной группы, но и отличаются друг от друга темпераментом, природными способностями и путями развития. Не существует какой-то особой формы асцендента в раке. Особенности рака предстоит обнаружить во внутренней жизни человека, заряжая энергией и активизируя его повседневное существование. Центральными объединяющими характеристиками рака, который раскрывает сущность этого знака, действительно является саумья, нежный, женственный и водянистый, обладающий силой в течение ночи и живущий в пруду или на песчаном берегу. Даже поверхностное изучение этих атрибутов показывает, как дифференцированное сознание становится все более вовлеченных на разных уровнях проявления, таких как экзотерический, эзотерический, причинный и так далее. Уровень Сакшми был точно описан этими атрибутами. Вода часто считается источником жизни, которая присуща различным формам. Рак – это краб, который обитает в воде, но часто выходит из нее. На самом деле, для представителей рака довольно часто бывает так, что они, отходя от основного течения жизни, и роют ямы, то есть погружаются в материальный мир, и таким образом становятся земными. Вода бесформенна и бесцветна, как и рак. В зависимости от общества окружающей среды, в которой живет индивид, определяется его основная природа. Женское начало в природе, часто рассматривая как пракрити, является негативным аспектом творения. Она функционирует как средство пуруши. Рожденные по знакам рака, как правило, играют роль проводника. И таким образом эти люди подчиняются обстоятельствам и позволяют событиям влиять на них. Как правило, они не желают оказывать собственное влияние. Скорее, они хотят, чтобы обстоятельства влияли на формирование их судьбы. Однако это не означает, что у них нет симпатии, эмоций и предпочтений. Скорее, они чувствительны к тому, что их внутренние мысли и чувства четко отражаются на их лице и действиях. Действительно, их мягкий темперамент придает им исключительно грациозную внешность. Управитель рака всегда расширяется, получая отражение солнца и ослабевает при его отсутствии. Солнце тесно связано с раком, поэтому оно выбрало рядом с ним свой дом Лев. Это придает уникальное качество раку, дом, принадлежащему Луне. Рак способен отражать высшую славу Божью, достигать и принимать благороднейшую форму божественного проявления и приносить в жертву всякую форму личного эгоизма, алтарь высшей триады. Тем не менее, это полностью индивидуализированный знак с полным осознанием того, что он делает.
Как спиритуалист, рожденный под знаком рака, становится оккультистом, в отличие от экстрасенса, так политик, он становится создателем королей, а не королем. Как спортсмен, он скорее тренер, чем игрок. Как учитель, он скорее наставник. Масштаб расширения и роста для асцендента в раке огромен. Он может быть грубо материалистичным и даже скучным, но он также может дотянуться до центра всего. В любом случае, однако, грубость, эгоизм или самосознание индивидуума всегда будет оставаться в действии. Иногда это может даже выглядеть как эгоизм в повседневной жизни. Именно по этой причине древние провидцы называли рака либо брахманом, либо шудрой. Таким образом, в асцендентах рака можно заметить множество противоречий, начиная от грубого индивидуализма и кончая высочайшим великодушием, от полного идиотизма до высшего понимания. Рак – это дом Луны. Юпитер в нем экзальтирован, а Марс ослаблен. Луна управляет человеческими эмоциями. Если Луна не поражена серьезным образом, эмоциональное спокойствие легко приходит к восходящим ракам. Они могут оставаться совершенно невозмутимыми даже во время самого острого кризиса в жизни. Когда их личные желания, мысли, устремления подавлены, и их внимание направлено на вселенский источник жизни Солнца, они становятся самыми лучшими. Юпитер является божественным советником, и в этом качестве его влияние на направление, стремящееся к божественному дому, усиливается в раке. Успех людей рака, как учителей, заметен. Кроме того, этот знак помогает достичь более высоких уровней медитации. Даже те, кто не обучен медитативным практикам, могут впадать в задумчивость, грезить наяву и глубоко задумываться. Эмоциональное возбуждение, агрессивные намерения и стремление к самовосхвалению могут быть опасны для таких людей. Хотя Марс ослаблен в раке, он является йога-каракой для этого асцендента, поскольку является владыкой его 5 и 10 домов. Очевидно, что раки преуспели бы, если бы они вышли за рамки своего личного «я» и смело, инициативно работали в сферах, связанных с землей, или в таких отраслях, как сельское хозяйство, транспорт, военное дело, медицина и машиностроение. Успех в этих сферах может быть достигнут главным образом благодаря самоотдаче. Из них получаются очень хорошие консультанты, лидеры, ученые, изобретатели и даже художники. Муки для рака исходят от Сатурна, планеты сужения. Сатурн, будучи хозяином 7 и 8 домов, всегда побуждает человека к самоуничтожению. На физическом уровне это означает жизнь, полную страданий, скорби, ослабленного здоровья, анемии, депрессивной мании и мрачных перспектив. Но для продвинутой души, идущей по пути самоустранения неврити Марк, Сатурн будет способствовать жизни полной отречения, самоотверженности и альтруистической работы во имя всеобщего благосостояния. Если тяготы души не были должным образом поддержаны марсианской храбростью к самоотверженному социальному действию, если эмоции не были умиротворены просветленной отрешенностью, то есть все основания полагать, что асценденту в раке придется нести крест довольно рано в жизни. Его горести будут такими, что никто не сможет разделить их с ним. Его спазмы депрессии с трудом поддадутся контролю, а его страдания будут кармическим возмездием, которое редко можно смягчить. Неприятности у таких личностей часто возникают из-за их брака. Как правило, они не получают общего супружеского счастья. Мешает не сексуальная некомпетентность, а психологические сложности. Ментально асценденты рака динамичны, несмотря на кажущее спокойствие на поверхности. Но они не могут придерживаться определенной точки. По этой причине они часто чувствуют себя неполноценными в моногамных супружеских отношениях. Верность не обязательно стоит на кону, но глубоко укоренившаяся неудовлетворенность привычным распорядком жизни отталкивает рака от брачных уз. Как только они вступают в брак, они либо добиваются развода, либо создают невыносимые психологические сложности, которые не способствуют супружеской любви. Асценденты в раке являются несчастливыми партнерами в браке не потому, что они намеренно создают несчастье для партнеров, а потому, что они сами чувствуют себя несчастными и тем самым переносят свое несчастье на своих партнеров. При определенных обстоятельствах эти люди часто откладывали свои браки или вступали в брак поздно, не имея желаемой решимости принять на себя обязанности супружеской жизни. Они не желают вступать в брак, но, имея обильное сексуальное влечение, они не всегда брезгуют тайными связями. Они сохраняют позу респектабельности и жаждут брака. Они ищут привязанности, хотят общения с противоположным полом, но испытывают непреодолимый страх перед браком. Они с нетерпением ждут этого до тех пор, пока это не будет реализовано. Они хорошие любовники, но несчастны, как супружеские партнеры. Завладев партнерами, они начинают испытывать к ним неприязнь из-за стесняющего влияния, которое стабильные отношения могут оказать на их жизнь. Точно так же эти люди испытывают огромную тягу к материальному процветанию, удобствам жизни, обладанию имуществом и мирским амбициям, но их достижения могут сделать их несчастными. Очень интересно наблюдать за работой ума людей рака. Они переходят от свершения к отречению, и от отречения снова к свершениям. Это разрушает нервы. Если бы отречение не было развито, их уделом были бы страдания.
непрекращающиеся проблемы и постоянные распятия. Асценденты в раке имеют необычное отношение с венерианскими личностями. Как управитель 4 и 11 домов, Венера тесно связана с раком. Эмоционально асценденты в раке будут связаны с теми, кто находится на фаворите Марк, мирскими людьми, для которых важны земные привязанности. Обычно у раков завязываются интимные отношения с развратниками, извращенцами, пьяницами, маньяками. Общение с такими людьми будет иметь место, даже если асцендент в раке сам является развитой душой. Как врач он, возможно, должен будет восстановить их психическое и физическое здоровье. А как религиозный наставник он, возможно, должен будет вернуть их на путь святости. Такие отношения могут развиваться в результате сильного эмоционального подъема, вызванного либо временным увлечением, материальными подарками, либо желанием помочь, вызванным глубоким чувством сострадания. Чистая душа не насмехается над падшими. У рожденного рака укоренилось чувство долга, и его друзья зависят от него в том, что они получают. Ощущение удовлетворения, лечения, руководства и вдохновения. Раки постоянно меняются. Роскошные обстоятельства, окружающие их, или жалкое существование, с которыми они сталкиваются, выявляют некоторые новые измерения их личности. Беды и невзгоды, с которыми они сталкиваются, направлены на то, чтобы уничтожить их эгоизм и вырвать внешнюю завесу из их внутренней жизни. В каждом случае раки будут тосковать по недостижимому. Они всегда желают того, что находится за пределами их досягаемости, и поэтому они постоянно недовольны собой. Даже достигнув определенных позиций, они хотят перейти на следующую, более высокую ступень. Куколка должна принять множество форм, прежде чем она станет бабочкой. Этот процесс дает много материала для размышлений, для воспоминаний, часто с целью самовосхваления. Когда этот процесс обращен вовне, восходящие раки могут вызвать большие социальные изменения. Тихо и настойчиво они будут работать на другой общественный порядок. Это эффективные политики, создающие и решающие новые проблемы социальной инженерии. Успешные преподаватели, дающие студентам возможность раскрыть свои скрытые качества. И выдающие ученые, делающие новые открытия и изобретения. Как художник, рак положил начало новой школе. Открытие скрытых законов природы и раскрытие сил, скрытых в человеке, являются важными характеристиками асцендентов рака. Юпитер, как управитель 9 дома, предоставляет огромный простор для экспансии асцендента в раке. При удовлетворительном положении Марса, управителя 10 дома, имеющего свой знак экзальтации в доме мистической глубины, а именно в Козероге, индивидуум всегда мог продолжать раскрывать новые измерения своей личности, часто достигая головокружительных высот величия. Но для того, чтобы удержать равновесие там, он должен подниматься все выше, иначе он может упасть. Как политик он должен быть всегда начеку в отношении своего партийного положения. Как ученый он должен постоянно работать в своей лаборатории, как духовный учитель он будет искать все более и более высоких посвящений. Таким образом, у асцендента в раке есть простор для безграничной экспансии, но он всегда будет беспокойным. Часто можно услышать, что как такие люди жалуются на то, что жизнь слишком требовательна, и нет мира, пока они живы в этом мире. Усталость и нервное истощение свойственны таким людям. Подводя итог, можно сказать, что восходящие раки обладают экспансивной индивидуальностью, но они всегда недовольны. Тяготы их жизни возникают из-за брака и других ограничений в жизни. Материализм дисциплинирует этих людей. Они способны достигать головокружительных высот жизни, но часто падают на большую глубину, бросая в пыль все свои достижения. Как оккультисты, асценденты рака могут преуспеть. В противном случае их жизнь может превратиться в сгусток разочарованных переживаний. Асценденты рака расширяются от единства к разнообразию. И в этом процессе дифференциации, экспансии они часто теряются в интенсивности более темной глубины, не способны принимать солнечный оккультный свет в изобилии.